Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 4 апреля. Поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божьей Матери, которая почитается именно в этот день, 4 апреля, а также поговорим о народном календаре, о народных приметах и о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях к этому видео напишите следующую фразу, благодаря которой Вселенная обязательно все вам при умноженном виде вернет. И звучит она следующим образом. Я открыта для новых идей и возможностей, которые приносят мне финансовый успех. Еще раз, я открыта для новых идей и возможностей, которые приносят мне финансовый успех. Истинно, да будет так. Не забывайте после «я» писать ваше полное имя. Большая просьба с большой буквы. Ну а мы с вами начинаем. Итак, друзья, 4 апреля – это день, когда верующие во всем мире вспоминают мученика Василия, чья жизнь и подвиги оставили неизгладимый след в истории христианства. Святой Василий жил в IV веке и был священнослужителем в Анкире Галатийском, древнем городе на территории современной Турции. Святой Василий отличался глубокой преданностью своей вере и неутомимой проповеднической деятельностью. Он не только исповедовал веру в Сына Божьего, но и смело проповедовал ее перед своими прихожанами в монастыре, вдохновляя их на путь духовного просвещения и спасения. Василий был известен своими благотворительными делами и заботой о нуждающихся. Он уделял особое внимание поддержке бедных и больных, помогая им не только материально, но и духовно, обращаясь к ним со словами утешения и надежды. Однако его благочестивая деятельность не осталась незамеченной властями. В тяжелые времена преследования христианства святой Василий стал объектом гонений за свою непоколебимую веру и отказ от поклонения языческим богам. Святой Василий был арестован и подвергнут жестоким пыткам, однако он оставался тверд в своей вере, отказываясь отречься от Иисуса Христа. В конечном итоге он был мученически убит за свою веру в Христа. Жизнь и мученическая смерть святого Василия напоминает нам о необходимости оставаться верными своим убеждениям, ценностям, несмотря на любые испытания и лишения. Его пример вдохновляет нас держаться крепко за веру и служение ближнему, даже в самых тяжелых обстоятельствах. В этот день мы вспоминаем его подвиг и молимся, чтобы и мы, подобно святому Василию, могли оставаться верными Богу до конца своих дней. 4 апреля в православной церкви почитается икона Божьей Матери Изборская. Она считается чудотворной, потому множество верующих обращаются к ней за помощью в избавлении от болезней как душевных, так и физических. Изборская икона появилась в 17 веке от Рождества Христова. Лик Богородицы получил широкую известность после осады города Изборск. Именно она спасла город от нашествия немцев. А мы, друзья, в описании к этому видео оставим вам молитвы, которые рекомендуем прочитать в этот день. Есть возможность сходить в церковь, в храм, поставить свечку за здравие себя, своих близких, родных. Пожалуйста, это сделайте. Также обращаем ваше внимание, что у нас продолжается Великий пост, и у нас сегодня с вами постная пища. Но помните, только для тех, кто действительно соблюдает пост. А его, как вы знаете, соблюдать правильно очень тяжело, не каждому дано. Но попробуйте хотя бы одну недельку-другую, и вы поймете, насколько все сложно. Ну а 4 апреля в народной мудрости этот день занимал особое место, и наши предки его прозвали этот день как День Василия Теплого, День Василия Солнечника, День Василия Капельника. И этот день ассоциировался уже с приближением весны, и уже налаживалась более теплая погода, что делало этот день особенно значимым для многих людей.
С приходом апреля многие люди начинали ощущать уже первые признаки приближающегося тепла и яркого солнца. Именно 4 апреля природа часто дарила нам первые яркие лучи солнца, теплые ветра и мягкую дождливую погоду. Эти признаки стали символом надежды и обновления после долгой зимы, вдохновляя нас на новые начинания и на позитивные перемены. В народном календаре, как мы уже сказали ранее, этот день традиционно связывали с Василием, именем которого символизировала связь с природой и изменениями в погоде. Название «солнечник» отражало яркое сияние солнца, которое озаряло дни и согревало сердца людей. Ну а теплый говорил о том, что теплота начинает ощущаться в воздухе, даря нам ощущение комфорта и уюта. А вот капельник назвали, потому что отсылала нам каплям дождя, которые стучатся о крыши и наполняют воздух свежестью и ароматом уже весны. Кроме того, этот день ассоциировался с переходом к более активной фазе в природе, когда растения уже полным ходом начинали просыпаться от зимней спячки, на почве оживали первые весенние цветы, а птицы возвращались с миграции, наполняя воздух своими песнями. Все это напоминало нам о великолепии и о чуде жизни, о ее бесконечном цикле обновления и возрождения. 4 апреля, согласно древним традициям, являлся день, когда хозяйки домов пекли особые хлебцы, которые напоминали солнечные диски, и они посыпались вкусным сладким изюмом. Эти хлебцы имели особое значение в бытовом ритуале и в культуре нашего народа, становясь символом приветствия весны и нового начала. Приготовление этих хлебцов было связано не только с традициями кулинарии, но и с духовной практикой. Считалось, что форма солнечного диска придает пище особую силу и энергию, напоминая о свете и тепле, которое приносит с собой весеннее солнце. Поэтому утренний прием пищи с этими хлебцами символизировал встречу нового дня с оптимизмом и радостью. Особенностью этого обряда было то, что каждый член семьи должен был съесть свой хлебец целиком, без оставления крошек. Это символизировало желание принять всю положительную энергию и благословление, которые несли эти особые хлебцы. Более того, традиционно крошки от таких хлебцов отдавали птицам, что считалось добрым делом и символом благодарности природе за ее щедрость и за ее поддержку. Важной частью этого обряда была и сама подготовка хлебцов. Хозяйки тщательно отбирали ингредиенты и с любовью месили тесто, чтобы создать идеальные хлебцы солнечного вида. При этом важно было, чтобы они были небольшого размера, чтобы каждый член семьи мог с легкостью съесть свой хлебец целиком и получить всю его энергию. 4 апреля, известный как Василий Теплый, приносит нам с собой не только первые признаки тепла и весенней радости, но и древние знания, которые помогут в поисках подходящего места для строительства. В этот день, согласно народным приметам, важно было обращать внимание на природные явления, такие как дождь, как капли с крыши и, соответственно, направление ручьев, чтобы определить оптимальное место для строительства. Традиционно весной многие хозяева принимали за строительство новых сооружений на своем участке, от хлева и сарая до бани и дома. Однако выбор мест для таких построек имел большое значение для наших предков, поскольку неправильное расположение могло привести уже к проблемам в будущем. Согласно старинным поверьям, 4 апреля наступает день Василия Теплого. Особенно было важно обратить на природные знаки. Одним из таких признаков являлось направление капель, которые капают с крыш. Если они падают с одной стороны дома или будущего строения, это могло указывать на несовершенство в конструкции или на неудачное местоположение. Также стоит обращать внимание и на направление ручьев. Если они текут в направлении предполагаемого строения, это может быть признаком проблем с водой или даже опасности подмывания фундамента.
Исходя из этих народных примет, мудрые хозяева старались выбирать место для строительства, исключая те участки, где природные признаки указывали на возможные проблемы с водой. Важно было помнить, что правильный выбор места для строительства мог сэкономить много времени, денег и усилий в будущем, обеспечивая прочность и долговечность сооружения. Также 4 апреля – это день, когда мудрые рукодельницы и хозяйки принимались за особые мероприятия, чтобы призвать к своему дому солнечные лучи и процветание. Старые обычаи и традиции на этот день напоминали о важности уважения к природе и мудрости, которые можно было найти в самых простых действиях. Одним из таких действий являлось отбеливание холстов под открытым солнцем. В этот день хозяйки выносили холсты на улицу и раскладывали их так, чтобы принять максимальное количество солнечных лучей. И после этого произносили определенные магические слова. Они верили, что солнечные лучи помогут отбелить ткань и сделать ее более яркой и красивой. Вечером, когда солнце уже садилось, они собирали холсты и благодарили Василия за его помощь. Также 4 апреля – это время для пересмотра обуви. Хозяйки внимательно рассматривали свою обувь, избавлялись от изношенной и старой, чтобы сделать место для новой. Они выносили старую обувь вперед носками, чтобы не допустить возвращения проблем, которые с этой обувью уже были решены. Хорошую обувь чинили и готовили к каким-то новым событиям. В этот день также проводились различные ритуалы и обряды, связанные с Василием Капельником. Люди обращались к различным обрядам, молитвам для того, чтобы привлечь любовь, удачу, радость и материальное благосостояние в свою жизнь. Многие в этот день обращались к Солнцу, к символу света и тепла, чтобы получить его благословение и поддержку в своих начинаниях. В народных представлениях каждый день обладал своими народными приметами и знаками, которые позволял предсказать будущее и принимать определенные решения. 4 апреля – это день, когда множество людей обращали внимание на природные явления и события, чтобы узнать, что они могут предсказать о предстоящем времени. Одной из распространенных примет этого дня являлось наблюдение за Солнцем. Если утром видны круги вокруг Солнца, это считалось предвестником богатого урожая. Этот знак приносил надежду на успешный и обильный сезон сельского хозяйства и плодородие посевов. Еще одной народной приметой, связанной с погодой, являлось наблюдение за облаками. Если небо покрыто синими облаками, это могло указывать на теплую и дождливую погоду в ближайшие дни. Такие признаки помогали жителям планировать свои дела и подготавливаться к изменениям в погоде. Что же нельзя было делать 4 апреля по народным приметам, традициям и обрядам? Итак, что нельзя было делать в этот день, так это множество дел. Если пытаться сделать слишком много вещей одновременно в этот день, 4 апреля, то считается, что ни одно из них не будет сделано должным образом. Поэтому в этот день рекомендуется придерживаться постепенности и умеренности в делах. Хозяйкам особенно важно помнить об этом правиле, когда речь идет о приготовлении пищи. Не рекомендуется в этот день готовить сразу множество блюд, так как это может привести к нежелательным последствиям. Возможно, что одно блюдо подгорит, другое окажется пересоленным, тесто не поднимется или блины прилипнут к сковороде. Лучше потратить больше времени и внимания на приготовление каждого блюда по очереди, чтобы быть уверенным в их качестве. Помимо готовки, следует быть внимательными и осторожными во всех делах в этот день. Одним из запретов этого дня является вынос мусора. Согласно народным поверьям, если вынести мусор в день Василия Теплого, это может привлечь на всю семью неприятности и беду. Поэтому в этот день лучше отложить уборку и вынести мусор в более подходящее время. Еще одним важным запретом являлась сушка выстиранных вещей на улице. В этот день считается, что нечистая сила может особенно активизироваться, и высушенные на улице вещи могут стать объектом ее влияния. Сушить белье лучше в помещении, чтобы избежать возможных негативных последствий. Еще одним запретом 4 апреля являлось занятие вязанием и вышиванием. По народным поверьям, в этот день нитки могут начать запутываться и завязываться в узелки, которые потом будет невозможно развязать. Поэтому тем, кто увлечен рукоделием, следует отложить свои творческие занятия на другой день, чтобы избежать лишних трудностей.
Еще одним важным запретом являлось использование чужих полотенец женщинами. Считается, что если женщина вытрется чужим полотенцем в этот день, ее муж может изменить. Поэтому важно быть особенно внимательными и не использовать чужие полотенца, особенно в гостях. Вместо этого лучше просто дать рукам высохнуть на воздухе или использовать собственное полотенце. Кроме того, в этот день нельзя было брать взаймы муку у соседей, иначе считается, что это может привести к конфликтам и ссорам на денежной почве. Вместо того, чтобы просить муку у соседей, лучше позаботиться о том, чтобы в доме было достаточно продуктов для приготовления пищи, чтобы не приходилось обращаться к соседям за займом. Еще одним запретом являлось ушивание вещей. По народным поверьям, ослушавшийся этого запрета может укоротить свою жизнь. Поэтому, если у вас есть вещи, которые требуют починки или чтобы ушивать что-то, лучше перенести это на другое время, и тем самым вы сможете избежать риска. Также в этот день воздержитесь от громкого смеха. Смех в этот день может раздражать нечистые силы и привлекать негативные энергии, поэтому лучше воздержаться от смеха и сохранять спокойствие. Также в этот день не стоит рассказывать о своих планах на будущее. Считается, что высказывание своих мыслей вслух делает их менее перспективными и тем самым вы подвергаете их воздействию внешних сил. Кроме того, такие действия могут привлечь негативное внимание и вызвать какие-то нежелательные последствия. Кроме того, сегодня нельзя было употреблять хлеб, начиная с горбушки. Согласно преданию, если кто-то из семьи начнет есть хлеб с горбушки, это может привести к серьезному заболеванию главы семьи, поэтому лучше воздержаться от такого обеда и выбрать другие блюда для приема пищи. Кроме того, корочки хлеба, съеденные в этот день, 4 апреля, могут принести беду, поэтому желательно оставить их на потом и позже дать съесть самым маленьким членам семьи. Таким образом, можно избежать нежелательных последствий и обеспечить благополучие семьи. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 4 апреля, по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, нам будет приятно. Ну а в комментарии обязательно пропишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное имя, открыта для новых идей и возможностей, которые приносят мне финансовый успех. Истинно да будет так. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.